Всем привет! Сегодня мы идем гулять по долине Таваксай. Дойдем до основного водопада, который также называется Таваксай. И посмотрим на чудесные зеленые холмы, которые раскинулись по этой долине. Путь наш начинается из поселка Таваксай. Кстати, из этого же поселка также можно пойти и в долину Азадбаш. И вот первый переход через воду. Нужно найти какие-то более-менее устойчивые камни, чтобы не подскользнуться и нормально пройти. Сделали небольшую остановку, чтобы подождать отстающих. А вы можете пока оценить красоту этой долины. Как я и говорил, весна, все покрыто зеленой травой и просто выглядит шикарно. Мы идем вдоль такой тропки, так сказать, по краю небольшого обрыва. Внизу виднеется ручей, который также называется Таваксай. Ну, здесь все называется Таваксай. Водопад, ручей, долина, поселок. Все одним названием. Группа у нас сегодня небольшая, где-то человек, наверное, 10. Но нам нужно спешить, потому что дальше идут отдыхающие с мангалами, с картошками, с мясами. Так что надо быстро к основному, не к основному, а к самому популярному водопаду подойти, чтобы там не было огромной толпы народу. А здесь вот такой небольшой, как каньончик. Ну, это совсем уж маленький каньончик, но тоже очень интересное место и высоко достаточно. Очередной небольшой ручейчик, переход через воду. Ну, здесь, конечно, просто так можно пройти. Интересно, что здесь много деревьев вот таких с такими цветами. Вот они, эти деревья. Вот их сколько здесь. Тоже очень красиво. Все покрыто белыми цветочками. Здесь тоже поле такое с интересными растениями. Очень много таких стрел. Вот один из первых таких маленьких водопадиков. Коих здесь очень много водопадов, очень много порогов. Если дальше посмотреть, видно там пороги. Или посмотреть назад, там тоже есть пороги. Таких здесь очень много. Каждый я снимать, наверное, не буду. Но вот это первый такой из интересных. А здесь, похоже, уже как бы начинается что-то вроде каньона. Можно видеть внизу. Люди переходили через ручей, а мы решили пойти поверху. Оцените, внизу ручей, а мы идем по самой, ну не по самому верху, но по верху. Остановились на очень красивой поляне, которая в обрамлении холмов. Вот это уже, ну идем, можно сказать, что, ну да, по каньону идем. А здесь, вот здесь посмотрим. Вот такие пороги. Тоже все. Как сказать, весной посмотреть есть на что. Идем дальше, и из-за того, что здесь узкая тропа, а людей много, то образовался такой затор, по которому быстро не пройдешь. Вот. Все идут друг за дружкой. Не могли обогнать. Вот смотрите, даже где мангал принесли. Сейчас нашли себе место для пикника и будут здесь сидеть. А вот и первый более-менее большой водопад. Сейчас подойду поближе, посмотрим на него. Ага. Мы продолжаем поход по каньону Таваксай. Идем вдоль ручья Таваксай. По такой хорошей утопленной тропе. Глаз радуется вокруг лежащей зелени. Да, все-таки весной сюда идти. Это была очень хорошая идея. Еще одна небольшая поляна, по которой мы идем. Вот. Все, идем вдоль ручья. Но самый популярный водопад уже очень близко. Мы идем дальше к водопаду. Стены каньона начинают становиться выше и отвесней.
Значит, мы уже все ближе и ближе приближаемся. Вот мы дошли уже до водопада. Я сейчас подойду поближе и сниму оттуда. Там говорить не буду, потому что шум все микрофоны задавит. А вот посмотрите результат того, что здесь куча народу ходит. Ну, не народу как, свиньи ходят здесь, наверное, стадами. Посмотрите, как загадили эту природу. Мы поднялись над водопадом, и вот здесь его можно посмотреть сверху. Сейчас подойду поближе. Вот он какой красавец. Очень красивый, величественный водопад. Мы продолжаем идти вдоль ручья. И идем мы теперь на плато. Там будет такой хороший подъем на плато. Надо будет его преодолеть. Нас сейчас ожидает не один, а единственный подъем. И вот перед подъемом я хочу еще один водопад. Сейчас спущусь. Здравствуйте. Вот здесь такой водопадик. Итак, вот мы перед началом подъема. Здесь стоят автомобили, которые подвозят туда наверх, вокруг. За предоплату, конечно, определенную. Вот. Прекрасный УАЗик. И вот начался подъем. Конечно, он такой для бывалых людей. Это ерунда. Но для тех, кто не дружит с спортом, он может оказаться препятствием. И вот остались последние метры этого подъема. Сейчас еще чуть-чуть, и мы зайдем на это плато. Тут нужно пройти по камням. И вот мы на плато. И я хочу вам показать сейчас с его обрывов немножко виды. Сейчас мы решаем, куда пойти на пикник, на обед. Вот тут с него открывается вот на ущелье вот такой вид. Здесь вот, если посмотрим, вот так вот. И с другой стороны не такой обрыв. И вот мусор опять вот насвиничал. Решили еще немножко подняться вон к тем деревьям, потому что там тенек. И там уже мы устроим привал. А вот наша группа расположилась на обед. Все довольные, счастливые, что наконец-таки добрались до сюда. Ну что ж, мы перекусили и сейчас будем собираться в обратный путь. Обратный путь мы пойдем вокруг этого ущелья. Вот если вы видите, сейчас вот мы пойдем вот так вот, левее, и обойдем тот большой водопад. И пойдем туда-обратно немножко по другой дороге. Небольшой группой из 5 человек мы решили спуститься к водопаду, который называется Таваксай. Это самый центральный водопад. Для этого мы спустились вот с того плато и сейчас пойдем вот по этой тропе. Здесь проложена такая тропа, кстати говоря, не совсем безопасная, потому что тут обрыв.
везде справа. А вот и сам этот водопад. Я подойду поближе, но там тоже говорить, наверное, не буду. А вот здесь есть такая тропиночка, о которой мало кто знает. Сейчас поднимемся, посмотрим, докуда она ведет и что здесь есть. Она, в принципе, никуда не ведет, ведет просто к краю ущелья. Что там посмотрим? Ну, там непроходимая чаща. Здесь, если попробую сейчас немножко подняться на этот валун, посмотрю. Так, там вроде вот видите, здесь тоже тропинка есть. Здесь обрыв, а здесь открывается вот вид на всю долину и на каньон. Очень красиво. И, как я уже говорил, весна, все зеленое, все цветет. Мы начинаем обратный путь. Сейчас обойдем вот так вот вокруг этого каньона и пойдем туда направо. И здесь есть такая сказочка, что здесь когда-то был зороастрийский храм. Как будто это такая площадка, это был пол, стен уже нету. Ну, видите, как природа постаралась сделать, как кирпичиками. Наше путешествие подошло к концу. Остались последние метры до нашего микроавтобуса. И все, мы закончили сегодняшний поход. Что я могу сказать? Поход мне понравился. Такой чуть-чуть в меру есть немножко нагрузка. В основном легкий. И очень, конечно, красивые виды, особенно весной. Ну давайте, до свидания, до новых походов. Всем пока. Здесь, сказали, есть святой источник с чистой водой. Вот сейчас пойдем посмотрим. Называется Акбулак. Так, тут такой вот импровизированный мостик. Здесь беседка. И сам источник. Ну-ка. Где этот источник? Так, вот такой источник здесь. Набрать можно. И тут, кстати говоря, написано, да? Вот святой источник.